Danger. Всем привет, Панквинта. И Притчер с вами. И сегодня у нас на обзоре игра Half-Life Decay. Этот обзор будет пилотным. Мы пробуем новый формат и новую стилистику. Мы давно хотели попробовать более простой формат, и рассматриваемая сегодня нами игра для этого более чем подходит. Half-Life Decay, она же Half-Life Распад, это третье дополнение для Half-Life, разработанное компанией Gearbox Software специально для игровой консоли PlayStation 2. Decay шла вместе с оригинальной частью Half-Life и являлась эдакой киллер-фичой, как всем тогда казалось. И вот так ли это на самом деле, мы с вами сегодня и посмотрим. В данном мультиплеерном дополнении нам снова необходимо вернуться в Черную Мезу и в этот раз побывать в шкуре Джины Кросс и Колет Грин. Действия данной игры начинаются одновременно с оригинальной Half-Life и заканчиваются одновременно с Half-Life Blue Shift. На самом деле к Half-Life Decay сейчас можно относиться как угодно, потому что оригинальная игра оставалась на PlayStation 2 и официально портирована не была. А также Decay имеется в виде мода на ПК. Он адаптирован под ПК с PlayStation 2. Абсолютно идентичен по графике, по контенту. Изменений не наблюдается. При этом Half-Life Decay построена таким образом, что независимо от того, проходите вы игру в соло или в кооперативе, вам придется управлять двумя персонажами. При одиночном прохождении по волшебной кнопке можно переселиться в Джину Кросс или в Колет Грин. Ни ловушки, ни противники от этого не меняются. Переходим к более детальному обсуждению и будем двигаться поглавно. Итак, глава 1. Двойной доступ. Я проходил на эмуляторе PlayStation 2. Я проходил мод для Half-Life Decay на ПК. Начинай ты. Ох, как же я замаялся проходить это. Вы бы знали. Так как у меня не имелось сохранений, и, как оказалось далее, мозгов, я перепроходил заново игру после вылетов или после проигрышев и выключения игры и прохождения ее на следующий день, так как проходил ее не за один раз. Как у тебя было с началом? Но сразу что хочется сказать, что в принципе игра построена таким образом, что многопользовательский кооператив — это по большому счету набор из 9 уровней, где у нас есть какая-то конкретная задача на 2 игроков. Наверное, задача, хоть и просто есть как конкретная задача, есть элементы для 2 игроков, и в основном предполагаемый сюжет для 2 игроков. Я бы так сказал, коридорные направления. Но они не работают иногда. Ты мог заметить, что можно почти всю игру было без напарника проходить, даже в контексте. По большому счету, да, игре абсолютно пофигу, проходишь ты в одного или в 2, то есть есть четко конкретная поставленная задача, и на большинстве уровней главное добежать хотя бы одним персонажем до места назначения. До точки, до персонажа по большому счету не важно, и только на последних уровнях наличие 2 персонажей обязательно. Но это мы забегаем немножко вперед. Игра начинается у нас с того, что мы за Джину Кросс и Колет Грин, мы проходим через несколько КПП, через охранников, проходим повторную регистрацию и спускаемся к доктору Розенбергу, которого мы могли помнить по Half-Life Blue Shift, и к доктору Келлеру, который, так же как и Колет Грин, являются новыми персонажами и до этого в серии не встречались. С Джиной Кросс мы могли познакомиться еще в оригинальной Half-Life. Этот персонаж нам хорошо известен как наш наставник в тренировках. Она там предстает перед нами как голограмма, которая нам объясняет, как прыгать, как бегать, как ползать. Заранее всем, кто может подумать, если мы это не вырежем, я по именам вообще никого, кроме Грин, не запомнил. Потому что я очень потом уже бесился, я вообще ничего не хотел запоминать, я хотел пройти игру. Я ее хотел пройти. У меня ключевое слово... Есть такое, когда Боря знает, я не сильно хочу проходить игру. Есть одна игра, которую я чуть-чуть затягиваю. А эту я хотел пройти просто из принципа. Поэтому я и не запомнил. Я запомнил все, кроме имен. Все. Потому что, и Грин. Это у тебя была Грин. А у меня же была PS2 версия с пиратским переводом Кудаса.
И поэтому у меня она была доктор Зеленый. Доктор Пересич и доктор Зеленый. И это было каждый раз просто... муа. Тем более у них там есть этот вот прикормленный дублятор, который всегда игры озвучивает у Кудаса. И это было просто мало того, что с одной стороны так приятно и так противно. Я понимаю вашу заинтересованность, доктор, но администратор был не точен. Администратор был бюрократом, а не ученым. Это оборудование не предназначено для такой высокой интенсивности. После некоторых препирательств между двумя докторами с учеными степенями нас посылают на подготовку эксперимента. Джинокросс отправляется на нижние уровни для того, чтобы транспортировать тележку с кристаллом туда, к антимасс-спектрометру, Ой, который потом получит Гордон Фриман. Извини, тележка с кристаллом. Это, конечно, корочка. Ты видел ее свободное планирование? Мне иногда получалось сделать форсаж этой тележкой. То есть я ее сбоку очень чуть-чуть подпихнул, и она там катается, едет, такая дрейфует и доезжает до места. Ты такой, да что с физикой происходит? Просто как ты ее толкал, так пусть она туда заедет и хватит. Нет, она там начинает именно дрейфовать. Ну да, физика этой тележки, в принципе, и в оригинале была что-то с чем-то. Но первое, что меня напрягло, это не тележка, а графика. Потому что, опять же, для того, чтобы максимально это было удобоваримо на экране, я долго игрался с настройками эмулятора. И вот, ковыряясь в его настройках, в какой-то момент у меня получилось, что у персонажей просто немножечко так видны швы на лицах. И это выглядит немножечко крипово, как будто они носят какие-то маски или что-то типа того. Потом еще поигравшись с настройками, стало чуть получше, но по первости это было немножечко странновато. Когда у Розенберга или у Келлера так вот поперек лица идет такой вот толстый шов. Я тут чувствую, что я самый лох, который записывал так, как оно есть, да? Ага. Можно мне куда-то... Я не знаю. Если вы увидите какой-то некачественный футаж, знаете, это я. Это я его проходил, и, скорее всего, я его проходил не один раз, не два, а 10 или 20 этот момент. Потому что, как повторяю, я перепроходил первые 4 уровня раз 20. Опять работа? Но это нисколько удивительно, потому что главная проблема и главное техническое ограничение Half-Life Decay при вот такой задумке, это то, что в игре нет сохранений. Потому что, по сути, каждый уровень является мультиплеерной картой, на которой загружаются 2 игрока, ну или 1. Именно то, что нет сохранений. То есть, по факту, пускай уровень и не очень длинный, но возможность его как-то переиграть с середины или с какого-либо другого места у вас просто нет. И, опять же, забегая чуть-чуть вперед, у нас даже нету никакой сохраненной прогрессии, по большому счету. То есть, независимо от того, сколько мы оружия набрали по ходу прохождения, какое, сколько мы его потратили, на каждом уровне в начале у нас всегда будет фиксированное его количество и номенклатура. И это, с одной стороны, конечно, прикольно, что можно не бояться расстреливать их налево и направо, но именно вот из-за того, что вы не можете загрузиться с какого-то места, количество загрузок и повторных прохождений иногда будет уходить просто за горизонт, если вы в одну каску просто не вывозите, или вы там с напарником просто криворукие. Соответственно, Джинокросс у нас подготавливает тележку к будущим манипуляциям, а Колит Грин включает антимасс-спектрометр на необходимую мощность. После чего мы становимся слушателями событий, которые происходят над нами в самом антимасс-спектрометре, как Гордон Фриман успешно нажимает одну кнопку и потом толкает тележку в анализатор. После чего начинается каскадный резонанс, и мы попадаем уже во 2-й уровень. Подожди, прям начинается 2-й уровень? По-моему, уровни это же все еще первым считается. Я слежу, я эту игру прошел не единожды. Да, тогда немножечко совравши. Вот. Меня не обмануть с этим. Вот. Хорошо, мы во 2-й уровень не попадаем. У нас начинается, наконец, боевая часть прохождения. Уже как раз сразу после каскадного резонанса. Да, здесь ничего, я скажу, что сверхъестественного нет. Довольно-таки хорошо, просто, без проблем. Не нашел никаких проблем вообще
прохождения этой части. Страшно интересно. В конце уровня мы возвращаемся к доктору Розенбергу и Келлеру, и после их недолгих препирательств принимается решение сопроводить доктора Розенберга на поверхность и помочь ему вызвать военных. Ой, вот это вот, так сказать, моя самая нелюбимая часть. Одна из самых нелюбимых. Я ее потому что затер до дыр сильнее всего. То есть второй уровень. Я его буду называть уровень после покатушек на лифте. У меня он назывался «Опасный курс», но на самом деле называется «Полоса препятствий». Ты мне другое скажи. Как быстро ты разобрался с турелями? Я пробежал эти турели. Просто так. Ну, то есть я просто впитал весь урон. А потом только понял, что их можно выключать. Ну, их можно и сломать. Их можно и сломать. Ну, это куча патрон, времени. Я просто их пробежал вначале. Я их вначале не понял, что тут турели. А когда по мне начали палить, я понял, что надо бежать. Вариантов вернуться назад нет. Ну, а я с этими турелями один раз лоханулся, я попытался их расстрелять, но оказалась одна маленькая проблема. Стрельба на PlayStation полная хрень. Я, конечно, все понимаю, но стрелять на PlayStation адово неудобно и неприятно. На футажах это будет более чем заметно. Это при том, что у меня не самый плохой геймпад с возможностью до настройки, до наводки, но при этом все равно стрелять настолько неудобно, что даже где хуже, на PlayStation или на Dreamcast, я, честно говоря, даже сейчас затрудняюсь вот так вот сходу сказать. Иногда мне даже просто вот хотелось пульнуть геймпадом куда-нибудь в экран, потому что это было просто, жопа. Других слов у меня просто здесь нету. С одной стороны, здесь есть режим автонаводки, хотя это даже автонаводкой это назвать сложно по большому счету. Есть режим такой до наводки полуавтоматический. То есть по факту у вас есть такой ромбик по центру экрана, и если противник плюс-минус там в нескольких сантиметрах от этого вот ромбика, то он вам на него донаводится, и нажав круг, у вас тогда цель автозахватится и будет отслеживать этого противника независимо от того, в пределах он у вас видимости или куда-то за угол забежал. И в принципе это было бы удобно при одном маленьком условии, если бы еще это автонаведение как-то регулировалось по высоте. И если вы хотите убить какого-нибудь там Вартигонта или Гранта как можно быстрее, там, стреляя ему по голове, то вам все равно придется донаводиться, и иначе никак. И местами это прям огромная боль, потому что при стандартных настройках, а я все-таки по возможности стараюсь играть стандартными настройками управления в подобные игры. И это прямо иногда была огромной проблемой, что буквально приходилось бегать из стороны в сторону или совершать еще какие-то подобные манипуляции, потому что если попытаться там даже чуть-чуть донавестись там влево или вправо там, или куда-то еще, у вас это все убегало, и ты стрелял тупо мимо противника. Альтернативные настройки я не пробовал, хотя, как в случае и с Dreamcast, здесь есть несколько режимов управления, но, опять же, дефолт и только дефолт. На компьютере с этим все намного проще. Блин. И еще моментик. Ты заметил комнату с мишенями? Там есть странный рандом. Ты отстреливаешь всех хэдкрабов, и у тебя появляется вартигон, который ломает специально такой, делает тебе мозг до того, чтобы в канализацию упасть. А есть вариант, когда я заходил и стрелялся, у меня телепортировался еще один вартигон до этого всего. Ну, то есть я стреляю раз хэдкраб, два хэдкраб или раз хэдкраб, вартигон, два хэдкраб, три хэдкраб и вот этот. Стоит сказать, что эдакая доля рандома в игре действительно есть. Я очень много раз натыкался, что в каких-то местах, не только здесь, а по всей игре, где-то у тебя вылезает вартигон, где-то у тебя внезапно вылезает, скажем, наоборот, хэдкраб или кто-то еще, или может вообще никто не появится. В отличие от оригинальной игры, рандом здесь буквально много где. Смотри, этот уровень на самом деле довольно-таки легкий. Его, единственное, там есть, пару проблем. Например, мне не нравится часть уровня с канализацией, это вентилятора, потому что, играя в одного, это крайне неудобно. Постоянно ты подходишь к этому вентилю, тыкаешь, бежишь в другой, чуть-чуть не хватает, ты переключаешься, нажимаешь на вентиль, тебя уже сдуло обратно. Ты бежишь.
Вот, тем более переключение, объясню, вот. Главное, еще одна проблема этой игры. Особенно на ПК вот этой вот мода этого, модификации. К тому, что твой аватар, буду его так называть, не остается в том же положении, в котором ты его оставил. Он может рандомно повернуться в какую-то сторону, которую ему там задано удобный поворот, как при отключении. И то есть ты его повернул специально смотреть в окно, там, чтобы отстреливать, или специально на вентиль. Он поворачивается к нему жопой или влево, или вправо. И ты, когда потом обратно его переключаешься, ты еще ищешь, где ты и в пространстве. Потому что ты бежал одним персонажем, быстро переключился на вентиль, вентиля нет, твой мозг пытается понять, где вентиль, и ты тратишь время, нажимаешь, крутишь вентиль, переключаешься обратно на персонажа, он смотрит не вперед, куда бежал, а смотрит в бок. Ты такой, надо повернуться и бежать, а ты уже отлетел, время прошло. Я пострадал немного с этим. Я, конечно, приналовчился и понял, как это все работает, но это лишний, просто ненужный костыль. Второй такой существенный костыль, помимо того, что у нас нет сохранений и то, что каждая игра это отдельный уровень, это второй персонаж при соло-прохождении. У нас очень примитивный скрипт управляет неиспользующимся в тот или иной момент персонажем. То есть он стоит, он никуда не двигается. Единственное, что у него прописано, это хоть как-то реагировать на противников. При определенных условиях ИИ по нему отстреляется. То есть в первую очередь, когда по нему в принципе начнут стрелять. Либо же он даже может открыть огонь первым, но я так и не понял немножечко, при каких условиях это происходит. Потому что в каких-то условиях он стреляет сразу, в каких-то нет. Никто не понял, при каких условиях. Я, честно говоря, он стрелял по контроллерам. Ну ты прям далеко забежал. Он прям спокойно в них стреляет. Он, понимаешь, спокойно. Я стреляю, он стреляет, мы их убиваем. А получается, когда он стреляет в хэдкраба, он его не убивает. Он его не может убить. У него я слышу выстрел. Дробовика, револьвера, пистолета. Я думаю, ты там кого убиваешь? Гранта? Это просто хэдкраб под ногами. Еще был корка, когда он просто прыгает на него, сидит у него на голове, и тот такой, ну и что? Ну и все, не могу я стрелять, он в домике. У ИИ очень странные приоритеты по использованию оружия. В первом списке у него идет гранатомет, а дальше идет все остальное до пистолета. И поэтому это действительно очень странно выглядит со стороны, когда он в один момент может начать стрелять из автомата, потом переключиться на дробовик или на пистолет и прочее. На ранних уровнях это в принципе не страшно, потому что мест, где действительно ИИ будет отстреливаться самостоятельно, и это будет прямо нужно, всего несколько. А вот в конце... Ой, не забегай так вперед, это еще там надо посмаковать. Что касаемо второго уровня, что мы тут вообще делаем? Чтобы добраться до поверхности, нам необходимо преодолеть сектор с тренировочными помещениями. И Розенберг посылает нас что-то сделать с лифтом, который в какой-то момент перестал работать. После долгих путешествий мы в конце концов попадаем в лифтовую шахту, где нам нужно механически лифт поднять. Я, кстати, как-то раз умер на этой шахте, потому что я не догадался, что нужно качать до конца эту штуку, качели, так сказать. И я их докачал не до конца, прыгнул на лифт, а еще я прыгнул на лифт, и скриптовым не открылось окошко для лифта, потому что я же не до конца его вверх довел, этот лифт. Я пытался спрыгнуть вниз, чтобы доделать это, и умер. Хотя у меня все время стоял второй персонаж. Вот тебе еще проблема второго персонажа. Он иногда как довесок. Во-первых, ты о нем забываешь, где-то в начале уровня бывает. Или где-то, потому что ты активничаешь одним. И, пока игра не требует, ты спокойно выживаешь. Если, конечно, тебе ХП не подфигачили, ты сразу вспоминаешь, что у тебя есть вторая жизнь. Но так мне очень некомфортно, что я должен пройти игру, а потом вторым персонажем допроходить ее. Просто, потому что он стоял и не шел рядом со мной, не дошел, не телепортировался, не могу его как-то призвать, что все зачистил, дойди до сюда хотя бы. Я не хочу идти за тебя половину уровня, который я зачистил, просто идти. А потом опять переключаться на другого и дальше идти. Но тем не менее, второй уровень у нас заканчивается тем, что мы наконец находим вагонетку и можем выбраться на поверхность.
Подожди. До того, как мы доходим до вагонетки, как раз вот эти 2 турели, о которых мы говорили, которые невозможно отключить, которые нужно только отстрелить. Ну, кстати, с этими турелями у меня получилось довольно забавно. Вот 2 последние турели, и вот если первая отработала нормально, то со второй случился какой-то непонятный баг. Я к ней подбегаю с дробовика, разряжаюсь по ней там несколько раз, при этом турель активируется, разворачивается почему-то от меня и начинает стрелять в дверь. Только после этого она наконец-то разворачивается, начинает стрелять по мне, при этом получив, далеко не одно попадание уже должна была кончиться. И турель какое-то время продолжает стрелять по мне, после чего, наконец, все-таки вспоминает, что по ней тут очередь дроби выпустили, и уже целюсь по ней из пистолета, чтобы все-таки добить, но перед выстрелом она сдыхает сама. А зомби там появился или нет потом в двери? Да. Просто я полагаю, что она могла целить в него. Ну, кстати, может быть. Так, ну ладно. 3 уровень. Вызов с поверхности. 3 уровень у нас начинается с того, что мы приехали на этой вагонетке. Я правильно ж понимаю? На этом уровне по сюжету нам необходимо помочь Розенбергу настроить антенну и, наконец-то, связаться с военными. Маленький нюанс заключается в том, что так как у нас рваное прохождение, между уровнями происходит энное количество событий. За кадром происходит то, как мы едем на вагонетке, выгружаемся и так далее. И чем дальше в лес, тем таких вот переходов будет больше. Можно сказать, по дороге потерялась где-то половина игры. Ну, смотри, этот уровень, по моему мнению, самый простой. Один из самых простых. Если не считать эту головоломку с вагончиками, которые нужно перегрузить человека туда-сюда. На этом уровне у нас 2 задачи. Нужно попасть в радиорубку обходными путями, после чего настроить антенну и вызвать военных. И как правильно сказал Стас, у нас есть загадка с 3 баками. Это знаменитая загадка «Переправь волка, зайца и овцу». Я потратил, честно говоря, в начале много времени, но не скажу, что я поступил хорошо. Во-первых, я посмотрел гайд, во-вторых, как-то оно потом до меня дошло, даже я забыл, как было в гайде, потому что каждый раз, проходя заново, напоминаю об этом, не могу не напомнить, это моя личная боль. Но, по сути, загадка в начале кажется очень давящая динамику. Вот ты спустился вниз, ты стрелялся с хэдкрабами, вартигонами, а тут хопа, ты сидишь и, так сказать, в углу мнешься, что-то там вот эти туда-сюда перетаскиваешь вагончики. И следующую, это покрутить аплинк до аплинка. Это когда ты вот настраиваешь сигнал. Там от тебя требуется просто вовремя отжать букву. Я не понимаю, зачем вставлять это. Просто кнопку вставьте для динамики, а не вот это кручение бессмысленное. Оно ничего не дает. То есть ты убиваешь время зачем-то веселыми стартами. Хотя на самом деле на этом уровне меня смутило больше не это, а какого хрена рядом с радиорубкой какой-то склад угля находится. У вас что, вышка паровая, что ли? Или почему? То есть, я понимаю, что это 2000 год, и вопросы логики здесь неуместны, но тем не менее, оно все-таки как-то немножко диссонирует. На такой огромной базе тут склад угля, а тут вышка. 3 уровень заканчивается на том, что связь устанавливается, Розенберг вызывает войска, отчитывается перед Келлером и отпускает нас обратно к нему. И наступает 4 уровень, о котором нам есть что вам рассказать очень обстоятельно и долго. Да. Куда вы едете? В том месте нет ничего, кроме боли, невообразимых страданий. Начну сначала. Мы появляемся вместе с Розенбергом, да? Нет, Розенберга мы отпустили. Келлер. С Келлером, извиняюсь. Мы с Келлером, и у нас 3 двери. Называется, какую выберешь. Нам дают вход в 2, в одну у нас заблокировано, потом надо будет разблокировать, но это не важно. Нам разрешено пойти, по сути, одним персонажем только. Мы можем пойти 2, но нам дали такой, отдых от того, чтобы не тягать балласт за собой полуровня. Мы заходим в дверь одним из персонажей, чтобы впустить потом по итогу второго в другую дверь и не проходить им то же самое. Мы проходим кафетерий, это быстро, это буквально начало, и доходим до холла. В холле как будто пролетает вертолет, рушатся стекла, и появляется обычно 3 вартигона. Но обычно это не значит точно. В моем случае их появлялось 4, 5, 3, 2.
То есть я удивляюсь вообще, как можно такому рандому существовать. Ты ждешь их 3, их 4. Ты ждешь их 4, их 2. Есть же еще 2 момента, которые сильно рубят, когда проходишь в одного на ПК, в отличие от приставки. Хотя вот один момент на приставке сложнее, наверное, чем на ПК. Это последний, финал этого уровня. Но до него позже. Уровень, где вы крутите вентили с портами, ну, где открываются порта, вот эти шлюзовые, у меня стабильно по 1-2 гранта, по пару вартигонов, по 2 хедкраба. И это минимальный пакет, который я получаю вместе с этой локацией. Тут надо немножко пояснить, потому что наша задача здесь это повернуть 3 вентиля на уровне, 2 из которых являются простыми, а вот 3-й, финальный, это вот головная боль всех тех, кто проходил эту игру. Ну или, по крайней мере, пытался. 2 первых вентиля расположены по соседству. И там по дороге нам, да, необходимо уничтожить несколько грантов. После чего необходимо подняться по лестнице. И по логике, конечно, задумано, что один персонаж стоит, крутит этот вентиль. И если его отпустить, он начинает потихоньку проворачиваться в обратную сторону. А второй его в этот момент прикрывает. Но так как мы изначально играли по отдельности, то случалась маленькая проблема, что как только ты начинаешь этот вентиль проворачивать, у тебя начинают в каком-то произвольном порядке спауниться за спиной противники. У меня это тоже были иногда и гранты, и вартигонты, и хедкрабы, но в какой-то момент мне действительно перло, и вылезали только несколько хедкрабов, либо, ну, там один к ним вартигонт. И в этом случае можно было, даже не таща за собой второго персонажа, в принципе, быстренько его до упора провернуть, выхватить какое-то небольшое количество урона, просто после этого сбежать вниз, и в принципе тебе на этих врагов становится пофигу, потому что они там отдельно наверху. Однако 3-й вентиль так легко провернуть не получится. До него чуть-чуть попозже. Хочу вставить пару ремарок. Я проходил так, я выставлял на каждый вентиль по персонажу и крутил одним, и потом им же отстреливался и докручивал, и уходил. И крутил другим. Я не хотел, наверное, коцать ХП, но по итогу коцал ХП обоим. Не хотел коцать ХП обоим в одном месте, потому что я один раз так сделал, и бот мне нифига не помог нормально. То есть он получил больше урона, чем выдал. И получается, и я получил больше урона, чем выдал, на него опираясь. Поэтому я решил, что я сам прокручу. Возможно, врагов будет меньше, если я буду один стоять и крутить. Я думал так. Один раз у меня сломался вентиль, имеется в виду, у меня вылетел всего один хедкраб или кто, один раз на одном вентиле. На другом, как обычно, стандартно 2 гранта, вартигонт, вот тебе и пакет приятностей. Ну, подводи к финалочке после того, как мы убили грантов наверху. Но прежде чем мы пойдем дальше, еще стоит упомянуть, что есть определенные нюансы с обмундированием в этой игре. На многих уровнях предполагаются комнаты с арсеналом, где игроки могут пополнить свое вооружение. Если в рандомных коробках и ящиках выпавший лут поднять может любой из персонажей, то в этих помещениях лут строго определен между игроками. И это, с одной стороны, хорошо, потому что в некоторых случаях проще пройти одну часть уровня за одного персонажа, а потом переключиться на другого и пройти уже им, имея полный запас здоровья и хоть какую-то броню. После того, как мы отмучились с первыми 2 вентилями, наша задача подняться на самый верх и через шахту спуститься в комнату управления для того, чтобы уже провернуть финальный 3-й вентиль. И не знаю, как у тебя, но у меня даже дорога до крыши, где расположен вход в вентиляцию, вызвала огромное количество проблем. Потому что если ты можешь спокойно потихоньку себе отстрелять всех вартигонтов в вестибюле еще в начале, то мне в какой-то момент было куда проще и дешевле пробежать этот вестибюль насквозь, открыть дверь, запустить второго персонажа и произвести все соответствующие манипуляции, описанные выше, а уже потом начать постепенно прорываться через 2-й этаж вестибюля для того, чтобы подняться на крышу. И мало того, что с этими вартигонтами иногда у меня возникали проблемы, потому что, опять же, навестись на них не так просто, так еще наверху тебя ждет аж 4 гранта, 3 из которых у меня стоят уже сразу, готовые к стрельбе, а 4-й потом респаунится, когда ты разбиваешь эту чертову решетку. И при первом более-менее удачном прохождении я растратил огромное количество боезапаса и здоровья, только чтобы вот через всю эту толпу прорваться наверх. А когда я в конце концов узнал, что меня ждет впереди, я понял, что я это так просто не пройду.
Ну и после всех мучений мы оказываемся в комнате управления. И теперь перед нами стоит задача одним персонажем отстреливаться из комнаты управления, а вторым персонажам необходимо выйти в ангар и крутить очередной вентиль. И с чего бы мне тут начать? Более блядского уровня я еще не встречал в Half-Life. Мы, кстати, я поясню, мы проходили с вот этот весь уровень проходили вместе и последующие, так как у нас открылась возможность проходить вместе уровни, начиная с этого, заканчивая последним. Это было маной небесной для меня, для которого все вылетало и который почему-то по незнанию играл все с самого начала. При прохождении в кооперативе здесь нет никаких особых проблем, потому что один игрок благополучно снайперит из окна и отвлекает на себя внимание. Второй может совершенно спокойно провернуть этот вентиль до самого конца без особых проблем, и после этого вам просто необходимо отстреливаться от спаунящихся бесконечно контроллеров. Стой. Ты не забегай так вперед, преуменьшая значимость этого уровня, потому что о нем у меня самые светлые воспоминания. Как и у тебя, я полагаю. А то вдвоем мы его так сгладили, смягчили, хорошо прошли. А что происходило у нас по итогу? Вот смотри, опишу, что происходило, когда я пришел на этот уровень первый раз. Я собрал там пакет полных боеприпасов, находится в комнате, в рубке, и вышел в открытый, называется, путь, не настроив бота нормально на окно. Это первая проблема. Я начал крутить, появляются контроллеры, я офигеваю, начинаю по ним палить, пытаюсь докрутить, вроде докрутил, и пытаюсь палить. Бот мне почти не помогает. Я пытаюсь понять, что от меня хотят, потому что я уже убил фигову тучу их, а они спаунятся. У меня первым делом такое мнение. Возможно, надо было что-то нажать еще ботом, типа, чтобы это подтвердить. Я переключаюсь на бота и обратно. Таким образом, я благополучно в рубке ботом пытаюсь нажать на кнопки, умер, получается, вторым ботом, которым я остался на вот этом подмостке. Твой первый раз. У меня-то, конечно, все было вообще плохо, потому что начнем с того, что на тот момент я бота как полноценную боевую единицу в принципе еще не рассматривал. Тем более, что при первом прохождении я пришел сюда с персонажем, у которого было там около 35 хп и не так уж много патронов. У второго персонажа за здоровьем было все чуть-чуть получше, но тоже не идеально. И поэтому я довольно быстро откинул какую-либо идею подставлять первого персонажа и просто спрятал его в шлюз между помещениями. И это еще при том, что я благополучно не заметил, что там есть такая потайная дверца, за которой прячется дополнительное обмундирование. Но проблема вся в том, что если ты этот вентиль пытаешься поворачивать постепенно, отвлекаясь на перестрелку с контроллерами, это тебе не сильно помогает, потому что количество противников от этого только будет увеличиваться, потому что они просто будут раз за разом спауниться. И в идеале тебе необходимо его нужно провернуть максимально быстро, и после этого просто отстреливаться от них. А я раз за разом пытался, сколько успевал до того, как начинал получать повреждения, провернуть этот дурацкий вентиль, отстрелить хотя бы каких-то контроллеров и снова пытаться его куда-то поворачивать. И все мои попытки заканчивались одинаково. Я в лучшем случае успевал довернуть этот вентиль до конца, после чего оставался с какими-то единицами здоровья и благополучно погибал. И если до этого момента я проходил игру действительно по-честному, то есть начинал уровень сначала, проходил его до конца, без каких-либо даже намеков на жульничество или типа того, то к этому моменту я понял, что дальше так дело продолжаться не может. И нужно прибегать к сейф-стейтам. Просто я представил, что сколько мне сейчас придется потратить попыток на то, чтобы пройти эту секцию, и если я каждый раз буду начинать заново, вы бы это видео увидели еще через год или 2. Да, мне пришлось начинать потихонечку жулить, но других вариантов у меня не было. Как минимум, мне нужно было пройти эту секцию, и если что, я бы просто потом прошел бы это место еще раз, заново, уже по-честному, четко понимая, что от меня нужно сделать. И даже с сейф-стейтами у меня нормально это место пойти при данном сохранении не получилось. У меня не так много патронов, всего там 6 патронов от револьвера и там 1 патрон в запасе, при том, что эффективно сбивать контроллеров удается только револьвером, а я напомню, что мне еще нужно в них умудриться прицелиться с автонаведением или без, еще умудриться железобетонно попасть без всяких проблем.
Но так как мне не совсем было понятно, насколько долго будет продолжаться вся эта секция с контроллерами, я решил пойти на еще один акт жульничества. Я вышел в главное меню, прописал пароль на бессмертие, и уже с бессмертием я решил посмотреть все-таки, чем этот уровень закончится, и сколько у меня на это уйдет времени, даже вот при таких условиях. И скажу я вам, даже так это не то чтобы сильно просто, потому что даже бессмертие тут с неким нюансом. Как оказалось, что при включении бессмертия в настройках, бессмертие распространяется только на одного персонажа. То есть, если вы начинаете игру за Джину Кросс, то бессмертие будет висеть только на нем. А если вы переключитесь на Колет Грин, то на ней бессмертия не будет, и вы будете получать урон. И таким образом, получается, вы будете играть либо за бессмертного персонажа, либо иметь бессмертного напарника. Потому что на бота это бессмертие тоже будет распространяться. Как-то так. Ну, у меня дела обстоят получше, чем у тебя с, так сказать, с управлением. И также у меня обстоят дела лучше в прохождении этого уровня. Я 2 раза успешно его прошел. Я очень грамотно поставил бота в окно с револьвером. И когда я стрелял по контроллеру тоже из револьвера, он добивал его вторым выстрелом. Либо он бил первым, а я добивал вторым. И я прошел успешно. Но после этого на следующем уровне у меня вылетела игра. Какой у меня был псих, вы не представляете. Так мог полететь только Илон Маск куда-нибудь наверх на ракете, как я. Ну и третий успешный был уже у меня, когда мы проходили вместе с Борей. Там было вообще супер просто. И вот в этом большая проблема Дикея. При всем желании прохождение в кооперативе здесь является истинным и единственно правильным. Прохождение в одного хоть и было предусмотрено, но является таким набором костылей, с которым справиться удастся не каждому. Конечно, на компьютере это не так заметно, но на приставке это прям огромная проблема. Если бы я в свое время попробовал пройти Дикей просто для себя по приколу, то, скорее всего, на этом 4-м уровне я бы и закончил. Так как одно дело проходить симулятором с сохранениями там, и с паролями, но пройти-то по-честному, без каких-либо читов, это действительно достижение, по-другому не сказать. Да, проблема решится, если привести сюда бота с большим количеством здоровья, экономия боеприпасы, поставить его перед окном, и да, бла-бла-бла-бла-бла. Но даже в этом случае все равно как минимум вам придется неплохо заучить этот уровень, чтобы не сильно разбазарить здоровье и амуницию и не иметь проблем с отстрелом этих чертовых контроллеров. Хочу вставить ремарку. Смотри, по моему мнению, игра на самом деле не такая сложная. Честно говоря, даже вот этот уровень, если посчитать, ну вот ты не заметил, что там есть дополнительные боеприпасы, будь они у тебя, возможно, тебе было бы легче. Вот. Потому что они на каждого бота индивидуальные, как мы и говорили, это разграниченный боезапас специально для 2 игроков. Проблема-то в том, что ты с первого раза играя, ты можешь не осилить ее. И тебе уровень придется проходить 2-3 раза, потому что бот затупил, потому что ты затупил, потому что патронов не хватило, не увидел. Еще что-то. Но ты спокойно потом пройдешь за 3-4 ката. Не как я, который полностью проходит, и я уже, честно говоря, нервно истощен. Если бы я проходил чисто один уровень несколько раз, я бы его, наверное, прошел, потому что я так или иначе его проходил уже, говорю, и доходил до следующего уровня, там просто у меня игра вылетела. И получается, игра в основном рассчитана на такие места, которые ты будешь перепроходить. Либо она так усложнена, что ты за один кат ее не пройдешь. Я не знаю, как просто те, кто динамику прописывают игре, всегда есть такой человек-сценарист динамики. У Half-Life, как мы знаем, был. Мы уже это обсуждали в обзоре. Что ее много-много раз просматривали и проигрывали явно тестера, которые прокидывали, где просадка, где нужно, наоборот, понизить. Тут также. Понятно, что это наклепали так, с кондачка. Но у нас есть предыдущий уровень, который пустой, как тело. Он вообще ничего не... Он нагружает мозг, и то так, вагонетки 3 раза погонять, он не нагружает, он его останавливает на подумать. Он останавливает всю динамику игры на чуть-чуть подумать. А вся игра внутри не такая уж и динамичная этого уровня. Зато у нас есть этот уровень, перегруженный врагами, перегруженный проблемами, при том, что врагами неадекватно перегруженный, то есть нет смысла. Это не хорошая пострелушка. Это постоянная гонка, тебе приходится возвращаться по уровню, чтобы захиляться, потому что ты уже знаешь, что в будущем будет враг.
Или ты знаешь всех врагов, потому что прошел 5 раз, что тебе уже не хочется проходить, тебе хочется уже за этот раз пройти и пойти дальше, потому что ты и не знаешь, а будешь ли ты умирать в следующие разы. Вот мое мнение, что было либо специально продумано, что люди будут несколько раз перепроходить, что игра такая короткая, и что есть уровни проходные, а есть уровни сложные, как уровни награда, которые ты должен заслужить. А либо они очень сильно проперлись с динамикой и напихали там в какие-то уровни сверх, овер дофига, и из-за этого человек, который видит динамику среднюю, попадает в хард и уже не хочет играть дальше. Так, подожди, блять, ну этого я хотел гранатой. Граната пошла, аккуратно. Спасибо. Я в того, блядь, кидал, а ты туда прям забежал. А ты все время гранаты кидаешь, того я кидал. Ну так я на опережение, чтобы он меньше урона. Его когда дробовиком фигачишь, он меньше урона. Сейчас-то у меня... Ты классный, конечно, гранаты накидал. Ты хоть согласуй когда-нибудь. Так я в этого перезаряжаю. кидаю гранату, блядь, ну ты так ломанулся вперед на какой-то хрен. Ты этого не сказал, ты ее кинул, а потом, когда я уже... Нет, у я, него подъём я граната. беру ее в руки и тебе говорю, а ты тут же и ворвался вперед планеты всей.